Здравствуйте, друзья! Как вы, конечно же, знаете, в Луцке было обстреляно генконсульство Польши в Украине. И СБУ очень быстро обнаружила виновного, вернее заказчика этого обстрела. Об этом сообщили все украинские СМИ. В СБУ заказчиком антипольских акций в Украине назвали лидера радикальной организации Наждак Дульского. В СБУ назвали заказчика обстрела консульства Польши в Луцке. Об этом сообщили все украинские СМИ. Антипольские акции, обстрел генконсульства. За обома провокаціями стоять російські спецслужби, а безпосередній замовник – лідер радикальної організації «Наждак» Микола Дульський. Российские спецслужбы напрямую заказать не могли, они заказали через Дульского. Зараз він переховується на території Росії, в Україні його розшукують за погрозу вбивства. Я ожидал, что после этого, возможно, будет какая-то прямая речь Дульского, потому что он все-таки прячется не на Луне, а в России. Можно было бы с ним связаться. За даними СБУ, Дульський веде антиукраїнську діяльність з 2015-го. Його група причетна до низки замовних протестів. Вполне возможно, но речь-то идет об обстреле генконсульства Польши. Обстріл з гранатомета польської дипустанови в Луцьку і спроба перекрити міжнародну трасу стались в один день, 29 березня. А значит, это сделал Дульский. Чем мы отличаемся от украинских СМИ, от СБУ и от прочих? Мы даем возможность человеку самому сказать, что он может на этот счет сказать. Поэтому мы взяли и связались с Дульским. Да и все. Сказать. Поздравляю. Во-первых. Во-вторых, пару слов об организации. Я там глянул вообще в интернете, потому что я так понимаю, что там с игровыми автоматами. Мы не пиарим никакие общественные организации здесь. Но пару слов вообще, чем занимался и как оказался в России, почему в России? Ну, ты понимаешь, я же изначально с коррупцией боролся, но у нас сейчас вся коррупция управляется из двух кабинетов. Это кабинет министра МВД и президента. Поэтому, то есть, если раньше, сразу после Майдана были хоть какие-то центры сил, то есть было много разных каких-то группировок во власти, получается, что раньше, то есть, хоть как-то можно было бороться. Сейчас вообще бесполезно. То есть, два центра силы, это Народный фронт и ББП, они всех подавляют. И, собственно, либо ты у них на побегушках, как Азов, Свобода, Правый сектор и прочие, как бы псевдонационалистические клоуны, либо ты полностью против них. Вот я как бы полностью против них. Но почему в России? Во-первых, я слышал, что с Азовом какая-то была неприятность, да? А вообще, по поводу чего уголовное дело заведено? Все сейчас рассказывают, что уголовное дело на тебя заведено. На меня ты имеешь в виду? Да. Липовая из-за роликов, из-за чего. Они на меня завели штук 150 уголовных дел, то есть лишь бы только был повод меня задержать. Потому что у меня много активных сторонников в стране. И я постоянно провожу какие-то митинги, мероприятия. Они боятся, чтобы я их возглавил. То есть, например, на 20 февраля они на меня искусственно открыли несколько уголовных дел, просто для того, чтобы я не приехал в Киев и не смог возглавить все это мероприятие. Искусственно, понимаешь, вот задерживают тебя, а уже что с тобой там сделают, это как бы к чему угодно, лишь бы придраться. Это понятно, это как бы не новость, но почему в России? Почему ты в России? Что связывает с Россией? Я, кстати, в данный момент не в России, то есть я сейчас, скажем так, можно сказать, на границе с Белоруссией. То есть я в Россию ездил на СМИ местные выступить. Они просто рубят в России, понимаешь? Я же никак не оправдаюсь, что я не в России. Они меня в розыск объявляют, понимаешь? И, где я оправдаюсь, если вся пресса Петру Алексеевичу принадлежит и так далее. Они валят в России, и все, ты в России. Спорь, не спорь, как бы. Да, я понял. А не было как бы мыслей после всего этого, после всех этих заявлений, явиться вообще в польские какие-то спецслужбы, я не знаю? Я, в принципе, сейчас так и сделаю. Я же сам этнический поляк. То есть у меня мать по метрике полячка. И сама вот эта акция, которая была во Львове, да, которой меня приписывают, она, в принципе, была в поддержку поляков. То есть в чем они там меня обвиняют? Что я якобы финансировал, там, я не знаю, видеогруппу и финансировал вот эту акцию. Так даже если и так, то акция была направлена в поддержку поляков. Потому что вот эта бандеровщина дурноватая, она же не только русских ненавидит. Она и против поляков направлена, и против евреев. Но, как я понимаю, основная проблема там была в том, что вроде бы как там не особо много поляков выступало. И вроде бы как рассказывается, что там были
какие-то психически нездоровые люди, но это ладно. Но вроде бы как все этнические украинцы выступали, как будто бы они поляки. Это правда, нет? Нет, там была часть поляков, была часть украинцев. Поляков просто в основном отпустили, то есть для того, чтобы не было какого-то скандала. А украинцев оставили и начали мурыжить, выдавая акцию за картинку, типа, якобы вот рука Кремля. То есть после вот этого вот теракта с консульством они начали искать хоть какую-то отмазку. Ну, понятно, что в стране оружие ходит, что реально уроды бандеровские прям с гранатометами ходят по Киеву и так далее, и так далее. То есть в стране полная анархия, полный беспредел. Им для того, чтобы какую-то отмазку найти, надо это к чему-то было привязать, какую-то руку Кремля найти. И вот они привязали это к акции, где вышла половина украинцев, половина поляков. То есть и они ее выдали как за какую-то руку Кремля, то есть какие-то доказательства приписали, смешные вообще абсолютно, то есть просто вот бред. Просто Я на людей видел, как бы... там список какой-то был. А каким образом ты вообще к этой акции? И как бы ты Так я финансировал не знаю, её? в том-то и дело. В том-то и дело, что я не знаю. То есть они просто хотят на меня ее повесить. Я так понимаю, что СБУшников поимели во все щели, во все аналы истории. И поэтому как бы, то есть им надо было за несколько дней найти хоть какую-то отмазку, кто это сделал и как это случилось. Они нашли своего политического врага, да, то есть я возглавляю вот это движение по импичменту Порошенко, то есть я очень большое количество акций провел против власти. Я понимаю, что одна из тех личностей, которая против этого режима в лоб стала и просто как бы рубит его как может. Поэтому они где-то убрали меня как конкурента, понимаешь, навешали на меня какой-то грязи. И параллельно как бы отмазку для поляков нашли, что вот рука Кремля. Акции ты провел. Провел каким образом? Ты финансировал эти акции? Ну, численность. У меня очень много численности. Я часто поддерживаю движения, даже не пиаря свои какие-то организации, там Наждака, там и молодежку свою. То есть я всем, как бы так сказать, организациям, которые против этой власти, часто даю просто кадры на нормальные мероприятия. Ну хорошо, кадры у нас, дело в том, что кадры у нас все платные, так уж ментально сложилось. Или это люди все какие-то же волонтеры или что? Нет, почему? Очень много людей, которые, скажем так, и за идею стоят. Я когда молодежные свои организации создавал, в основном это все были люди за идею. Конечно, портится все. Олигархический этот капитал людей портит, скажем так. То есть люди, которые уже 1, 2, 3 раза получали деньги за какие-то акции, то они уже, естественно, бесплатно не придут. Но все равно, в принципе, за нормальное какое-то движение, за нормальные идеи, адекватные люди все-таки еще приходят, в принципе, бесплатно. То есть акции, которые ты проводил, они бесплатные были? В большинстве своем, да. А в меньшинстве... И за исключением, то есть иногда проплаты требуют специалисты узкие. То есть это видеогруппа, да, для того, чтобы сделать нормальную картинку. Ну, мы же, в принципе, журналистикой обои знакомы, мы понимаем, что это факт, что там без какой-то копеечки сложно. Ну вот да, вот поэтому-то я и спрашиваю, в общем-то. Я поэтому интересуюсь. Предположим. Ну, естественно, у нас открытые счета нам помогают. То есть помогают представители и среднего бизнеса, и мелкого бизнеса. Это понятно. Источник финансирования, то есть источники финансирования того, чем ты занимаешься. Народ Украины. Ну, народ Украины это обо всем и ни о чем. Ну, так оно, в принципе, так и есть. То есть я же говорю, что и мелкий бизнес, и средний бизнес, и крупные, и простые члены организации. Ты не замечал, что Азов точно так же объясняет источники финансирования? Ну, Азова там другая история. Азов это полностью Арсена Авакова проект. Это мы можем знать, но они объясняют именно таким образом, что у них добровольные пожертвования от народа, просто народ Украины, мелкий бизнес, средний, иногда крупный. Ты понимаешь, были бы у меня пожертвования такие, как у них, я бы уже давно был при власти в стране. Вот ей-богу. Это понятно. К сожалению, понимаете... Я к чему вывожу? Я вывожу к природе. Мне интересно, почему СБУ... Ладно, у СБУ там, да, проснулся, там ткнул пальцем, этот сегодня у нас террорист, окей. Но меня интересует, какова природа финансирования тех акций, которые в меньшинстве проводятся тобою. То есть мне интересно, почему они родили эту идею, выродили, можно сказать. Вот, и природа возникновения этих финансовых средств. Это украинская природа. Или же может быть. У меня большая численность. И когда какие-то гражданские активисты имеют какую-то адекватную, интересную идею, они приходят за этой численностью ко мне. Ты понял? Да.
То есть я своей пропагандой, своим контентом и работой с молодежью через ряд молодежных проектов имею большую численность. И поэтому я могу тех или иных, скажем так, людей поддерживать этой численностью во время мероприятий и во время акций. Соответственно, последнее время, я, скажем, прямо стою против этого дурноватого режима, потому что это просто чистое зло, это сатанизм в чистом виде. Естественно, я поддерживаю активистов, которые напрямую рубятся и уничтожают, шатают тему импичмента. В чем вообще как бы логика? Я понимаю, что можно сказать, просто я враг, они меня обвинили. Но, по всей видимости, так как у тебя сосредоточено количество там определенных людей, которые могут участвовать в каких-то определенных акциях, ты не исключаешь такую возможность, что кто-то из тех, кто был принят на той акции, когда поляки выступали, там все такое, сказал, что он имеет отношение к Дульскому. Нет, я думаю, что все это ерунда. Может быть, разве что, если СБУшники сами кого-то вставили в этих людей. Вот разве что так может быть. И то, не консульство, а к вот этой акции, которая была там во Львове, вот эта трасса. Но самое прикол в том, что в этой акции ничего незаконного вообще нету. То есть даже если там причастен я, то все равно как бы в ней нет ни состава преступления, ничего. То есть они ее просто искусственно привязали к вот этому генконсульству. Обвинили меня, что я агент ФСБ, не предъявляя никаких совсем доказательств. То есть где я агент ФСБ, я не знаю. Бред, абсурд. Обвинили, что я скрываюсь в России, хотя я вообще в данный момент не в России. То есть, просто ложь. Вся пресса, я же говорю, принадлежит одному центру. Они просто искусственно, валят, что они хотят, и никто это перекрыть и перекричать в Украине не может. Смотри, по поводу прессы, вот интересно, а с тобой связывались кто-то из украинской прессы? Кто-то пытался с тобой связаться? Никто вообще. То есть они одну линию полностью Я ведут так понимаю, все. что ты достаточно доступен, то есть с тобой можно, реально связаться, правильно? И никто вообще не пытался с тобой связаться? И никто не пытался связаться? Нет, они полностью одну линию. То есть оно пошло в униан под одним общим соусом. И все. И вся пресса, ты просто посмотри статьи, которые пошли в украинской прессе, они в принципе все полностью одинаковые. Эта ситуация уже длится они объявили тебя виновным, 3 дня назад, по-моему, да? Что все, они уже выяснили, просто, а кто-то пытался из спецслужб с тобой связаться, кто-то пытался на тебя выйти, какой-то взять твой, я не знаю, какой-то комментарий. Ты знаешь, самое удивительное, что нет. Да, это удивительно. То есть просто вся украинская сторона, я же говорю, все спецслужбы дружно сработали, свалили все на меня. После этого дали, получается, в униан картинку, как оно должно все выглядеть. И все каналы, и вся пресса, я же говорю, они все сделали абсолютно аналогичное заявление, полностью слово в слово, как бы совпадающее. То есть ты не имеешь никакого ни опосредованного, ни какого-то там через человека, через 3 людей, никакого отношения к людям, которые могут иметь отношение к российским спецслужбам? Нет. 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 Совсем нет. А не является ли сейчас логичным шагом с твоей стороны на самом деле объявиться, я не имею в виду там ехать там, сдаваться в Польшу, да, но выйти хотя бы на представителей польских спецслужб и, обойдя СБУ и то, что они выливают, напрямую начать сотрудничать с польскими спецслужбами и доказать свою невиновность? Мне кажется, это логично сейчас. Я сейчас именно это и сделаю. То есть вот сейчас, в данный момент, я этим, в принципе, и занимаюсь. Как долго будешь заниматься? И когда мы услышим уже новость о том, что ты вышел на польские спецслужбы? Работа, в принципе, уже ведется. Но ее больше ведут как бы мои родственники. Потому что у меня мать, например, по метрике, понимаешь, полячка. То есть, я же говорю, они охреневшие. То есть у них даже логики нет у этой власти дурной, у СБУ. То есть обвинять этнического поляка, который содействовал в акции, да, поляков, по сути, в поддержку поляков. И они привязали ко мне это генконсульство, еще и агентство ФСБ. То есть люди охреневшие просто в конец. Причем здесь вообще генконсульство, я не знаю, с гранатомета, к этой акции. То есть, вообще, к чему? Причем она абсолютно законная, что они там шины пожгли, я не знаю, бандерня жжет шины, я не знаю, людей жжет, им ничего за это не происходит. То есть уже последним поводом послужили мои ролики, когда я уже власть начал, то есть как бы, сносить полностью. Если ты видел, то есть, я уже, знаешь, правду матку в таком жестком виде, коротко и ясно как бы рубил. Многие говорят правду матку в жестком виде, и в очень жестком, и даже там в БДСМ
виде, но немногих обвиняют в обстрелах генконсульства. Ну, ты пойми, у меня же люди есть, и у меня же активные действия есть, то есть многие из которых я как бы обсуждать не могу. Ну, я понимаю. Хотя все... Но это активное действие к твоим людям отношения не имеет. Или гипотетически кто-то мог быть, и, ну, я не знаю, из дальнего круга. Ну вот почему-то ведь такая мысль родилась. То есть я не знаю абсолютно логику их. Плюс они с тобой не связывались, плюс они ничего не рассказывают. Плюс до этого было 100-500 фейков со стороны СБУ. Но вот все-таки если принять во внимание, что вот представить, что они вменяемые люди. Ведь откуда-то у них такая мысль появилась. Ну окей. В общем, тогда мы ждем новости о том, что ты вышел и работаешь на, ну, не на, а с польскими спецслужбами, правильно, с силовиками. Это было бы разумно, это был бы очень удивительный для них шаг, как бы для наших. И это было бы, конечно, неожиданно для них и очень сильно неприятно. Я, Толик, так и сделаю, скорее всего, но ты же пойми, что у них тоже власть политически заангажирована и независима как бы от самой себя. Она Но... тоже подчиняется определенным международным структурам, и поэтому они вынуждены гнуть ту линию, которую они сейчас гнут. Ну, дело Понимаешь? в том, что я знаю, что расследование, которое проведут в Польше, и расследование, которое проведут в Украине, это два разных расследования. И это абсолютно как бы... Это факт. Ты пойми, на самом деле мне вот по большому счету абсолютно высраться, что там говорят украинские спецслужбы и что говорят, в принципе, польские даже спецслужбы. Мне важно, что простые рядовые поляки, да, и простые рядовые украинцы, и русские, вообще все люди, кто как бы, ну, это видят и слышат, они смеются. Ну, каких-то человечков там нарисованных, какое-то что-то, какого-то агента Кремля выдумали. Ну, просто же, ну, уроды. Вот ты с фейками имеешь дело. Ну, тут же реальный фейк на лицо, это же видно. Это даже невооруженным глазом видно. Ну, поэтому-то я и спрашиваю, и задавал те вопросы, которые задавал. Мне интересно просто, мне просто интересно. Как я понимаю, украинским СМИ не так интересно, потому что они сказали то, что им дали, да и пошли дальше. Как бы говорить опять, что Так и есть. что дадут завтра. Ну окей тогда, все, счастливо. Спасибо за то, что не стреляете по генконсульствам и ведете себя мирно. Все, счастливо.